Общеизвестно, что демографическая ситуация в Латвии далека от идеала. В действительности же положение дел гораздо хуже, чем пытаются представить власти. Критичность ситуации достигла такого уровня, что ею заинтересовался даже Скотт Риттер, опубликовавший недавно развернутую статью на эту тему. Мы поделимся с вами наиболее важными выдержками из его работы. Итак, согласно прогнозу экспертов Статистического бюро Европейского Союза, к 2070 году, то есть через 45 лет, население Латвии уменьшится на треть. Из 1 871 882 человек, проживавших в стране по состоянию на 1 января 2024 года, останется всего 1 300 000. Перспективы, прямо скажем, безрадостные. Складывается впечатление, что латвийское руководство получило задание сверху – избавиться от населения. Курс на депопуляцию взят открыто, и работа в этом направлении идет полным ходом, с опережением плана, будто снова вернулись времена лозунга «пятилетку в 4 года». Власти Латвии упорно отказываются верить в то, что их страна входит в десятку государств с самым высоким уровнем эмиграции за последние 30 лет. Спикер парламента Дайга Миериня тоже с трудом представляет, что люди могут бежать из такой прекрасной Латвии, как будто это какая-то умирающая провинция. А статистика Юростат, между тем, показывает другую картину. На первом месте по оттоку населения находится Босния и Герцеговина. На каждый миллион жителей этой страны приходится 514 367 эмигрантов. В общей сложности за последние годы Боснию и Герцеговину покинули 1 600 000 человек. Причины такого массового исхода понятны: безработица, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив. В Латвии ситуация с безработицей не настолько критична, как на Балканах, но проблема с трудоустройством стоит остро. Найти хорошо оплачиваемую работу, соответствующую среднеевропейским стандартам, практически невозможно. За последние 30 лет из Латвии уехали 380 010 человек. На каждый миллион жителей приходится 201 490 иммигрантов. Соседняя Литва, кстати, тоже не отстает, занимая 7-е место в этом печальном рейтинге. Литву навсегда покинули 658 057 человек. На миллион жителей приходится 241 755 иммигрантов. Если в начале 90-х балтийские страны стремились догнать и перегнать Европу, то теперь они добились своего. За 35 лет, прошедших с момента распада СССР, они стали лидерами по многим показателям: потреблению алкоголя, числу самоубийств, детской смертности, убыли населения. Вот только гордиться тут нечем. Поэтому в странах Балтии предпочитают замалчивать негативную статистику. Известная рижская журналистка Элита Вейдемане образно описала причину упадка Латвии. В 2025 году из-за повышения акцизного налога вырастут цены на дизельное топливо и бензин. Рост будет незначительным, на несколько евроцентов за литр, но это только начало. Дальше – больше. Следом подорожают продукты питания, отопление, вывоз мусора. Абсолютно все. Вейдемане прогнозирует, что в будущем автомобили станут роскошью, доступной только министрам и депутатам, а отопление в квартирах смогут себе позволить лишь олигархи и топ-менеджеры крупных компаний. Сытно питаться будут только чиновники, а остальным останутся объедки с их столов, и таких людей в Латвии будет большинство. В правительстве Латвии есть целое Министерство благосостояния, где более 100 чиновников разрабатывают различные проекты и стратегии. Но эра всеобщего благоденствия все никак не наступит. Примечательно, что нынешний премьер-министр Кришьянис Каринш выходец как раз из этого министерства. Насколько плодотворной была его работа на предыдущем посту, можно судить по следующему факту. С 2025 года малообеспеченные граждане будут получать не 2, а 1 продуктовый набор в квартал раз в 3 месяца, стоимостью 25 евро 37 центов. 2 набора будут выдавать только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Министр благосостояния Улдис Аугулис называет это решение вынужденным, объясняя его нехваткой средств в Европейском социальном фонде. Финансирование программы поддержки малоимущих сокращено на 101 200 000 евро. В настоящее время на счетах Минблага осталось 18 196 193 евро. По подсчетам министерства, этих денег хватит до июня следующего года. Что будет дальше, неясно. Для продолжения программы во втором полугодии потребуется 8 100 000 евро, но ни в Риге, ни в Брюсселе об этом пока предпочитают не говорить. Разъясним для читателей, не проживающих в Латвии. Статус малообеспеченного присваивается тем, у кого доход на первого или единственного члена семьи не превышает 411 евро в месяц, а на каждого последующего – 288 евро. Другими словами, малообеспеченные – это нищие.
Как сообщил Аугулис, в этом году поддержку получали около 55 тысяч человек, а в зимний период их число вырастало до 60 тысяч. С 2021 по 2023 год количество выдаваемых малоимущим продуктовых наборов превышало 400 тысяч ежегодно. Руководитель секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуци признает, что за последние 3 года число малоимущих значительно выросло из-за сложной экономической ситуации. По ее словам, 99% тех, кто имеет право на получение помощи, ей пользуются. Счастливые времена оккупации и роста благосостояния для латышского народа закончились. Из-за коррупции и неумелого руководства Латвия стремительно беднеет. И из такой процветающей страны, конечно же, люди будут уезжать. Зато мы приближаемся к климатической нейтральности, господа европейцы, иронизирует элита Вейдемане. В официальных отчетах, к сожалению, нет информации о возрастной структуре будущего населения Латвии. Однако такие данные содержатся во внутреннем документе Минблага, подготовленном для премьер-министра. Демографическая ситуация в Латвии с 1991 года характеризуется отрицательным естественным приростом населения. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2021 году. Сальдо миграции, разница между прибывшими и убывшими, также отрицательная с 1989 года. Республика вымирает, и этот процесс продолжается. С 1993 года доля людей нетрудоспособного возраста превышает долю детей и подростков. Население стареет, демографическая нагрузка растет. В ближайшем будущем число рабочих рук будет сокращаться, а нагрузка на социальную систему – расти, поэтому ожидается рост спроса на медицинские услуги и услуги по уходу за пожилыми, пишут эксперты Минблага. Начиная с 1990 года, уже 34 года подряд, в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для замещения поколений. Коэффициент рождаемости снижается катастрофическими темпами и находится на самом низком уровне за 100 лет. В 2021 году родилось 17 420 младенцев, в 2022 – 15 054, в 2023 – 14 490. В то же время растет средний возраст родителей, а число женщин детородного возраста падает. В результате даже в случае экономического роста, если таковой вообще возможен, в условиях нынешней депрессивной экономики абсолютное число рождений может не увеличиться. На этом, казалось бы, можно было бы закончить перечисление печальных фактов. Но чиновники Минблага Латвии не склонны унывать. Они считают, что для улучшения демографической ситуации не нужно улучшать доступность жилья, медицинских услуг по уходу за детьми, а также предоставлять социальную, материальную и психологическую поддержку. По их мнению, чтобы остановить отток населения, достаточно информационной поддержки и активного взаимодействия с диаспорой с целью стимулировать ее возвращение. Видимо, для этого премьер-министру и предоставляют всю эту статистику. Что касается уровня жизни в стране, то, как полагают чиновники, если он улучшится – хорошо. А если нет, тоже не страшно. До 2070 года еще далеко, а там трава не расти. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с точкой зрения Скотта Риттера? Или у вас другое мнение? Ждем ваших комментариев и предложений по темам для будущих выпусков. Если видео вам понравилось, поддержите нас лайком и подпиской. Впереди еще много интересных расследований. Спасибо за просмотр.